Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре не один, а целых два инструмента. Первый называется On Music Maestro, второй называется On Music Maestro Pro. У обоих инструментов схожие параметры, но они все же отличаются, так что давайте сравнивать и смотреть, чем же они отличаются. Перед нами два многофункциональных цифровых пианино. Первое отличие, которое бросается в глаза, это размер инструментов. У более младшей версии, так же как и у более старшей версии, 88 клавиш, но здесь они маленькие. Для меня это существенная разница, потому что у версии Pro клавиши более привычные, а у более младшей версии клавишам надо приноравливаться. Я считаю, что главной фишкой этого инструмента является его компактность и мобильность. Смотрите, мы можем отключить питание, а он продолжит работать от батарей. Можем даже вот так его взять, и смотрите, тут есть ручка. Ручка у пианино, прикиньте. То есть его можно взять с собой в поход и играть песни у костра. Ну что, возьмите меня в поход играть короля и шута у костра? Панель управления у обоих инструментов идентична, и она на русском языке. Оба инструмента сочетают в себе функции синтезатора и MIDI-клавиатуры. Вообще это круто, потому что за такую цену обычно можно купить только MIDI-клавиатуру, которая сама по себе не звучит, а здесь получается и MIDI-клавиатура, и синтезатор. Давайте пробежимся по основному функционалу. У инструментов 900 тембров, 700 ритмов и 110 предустановленных песен. У младшей модели клавиши выполнены с имитацией под дерево. У Pro модели клавиши гладкие. Звук динамиков и громкость, как мне кажется, отличаются в пользу Pro модели. Несмотря на то, что производитель заявляет, что начинка у этих двух инструментов одинаковая, я чувствую разницу в пользу Pro модели. Она звучит более мягко, и клавиши они более чувствительные, более послушные. Управление максимально удобное. Для того, чтобы найти нужный тембр, вам просто нужно ввести нужный номер на панели управления. Давайте, допустим, послушаем самый последний, 900-й тембр. Или давайте какой-нибудь рандомный тембр, например, 77. Знаете, что это за тембр? 77-й тембр называется «Выдув бутылки». Пройдемся по основным тембрам инструмента. Акустический рояль, конечно же. Звук клавесина. Номер 9 это у нас челеста. Маримба. Все эти тембры вы можете найти как и в старшей, так и в младшей версии. Давайте послушаем парочку ритмов, которые здесь есть. Конечно же, наша любимая рубрика, которая уже стала традицией моих обзоров – демо-композиции. Демо-композиция называется «Безумие 1900-х годов». У инструментов есть функция записи и метронома. Вы можете записать вашу игру и сразу же послушать. Есть функция Bluetooth, благодаря которой вы можете подключить свой телефон, планшет, компьютер. Можно подключиться к обучающим программам, к нотным редакторам и профессиональным секвенсорам. Сейчас я подключила синтезатор к своему компьютеру по MIDI. И таким образом вы можете записывать аудио, записывать MIDI-сигнал, записывать ноты, что угодно. Также вы можете играть и записывать теми звуками, которые у вас есть непосредственно в вашей программе на компьютере. Готово. А сейчас я подключилась к нотному редактору и буду записывать ноты непосредственно с помощью синтезатора. Все записалось. Также есть огромное количество обучающих программ. Всех вариаций использования MIDI-клавиатуры не перечислишь. Их очень много, и программ очень много. Я все это сделала на компьютере, но вы можете использовать свой планшет или телефон. Это абсолютно не важно. Главное, чтобы у вас были нужные программы на вашем устройстве. На задней панели инструментов есть входы и выходы для различных подключений. В комплекте у инструментов пюпитр и адаптер питания. Пюпитры выглядят вот так. Крепятся к инструменту. Сюда можете ставить ноты.
планшет, телефон, что угодно. В дополнение к Pro модели идет еще и педаль. Важный момент. Линейные разъемы представлены в виде мини-джеков, а не обычных стандартных джеков. Эти разъемы подходят больше для бытовых устройств, чем для использования на студии. Если, например, вам хочется сделать погромче и порадовать соседей вашей игрой, вы очень легко можете подключиться к домашней аппаратуре. А в студии мне пришлось воспользоваться вот таким переходником с большого джека на мини-джек, но все работает. Ну что, давайте подытожим. Это инструменты максимально бюджетные и предназначены, конечно же, для новичков, но, несмотря на это, здесь есть все необходимое для того, чтобы начать заниматься музыкой. Друзья, спасибо, что посмотрели мой обзор, пишите ваши идеи для моих следующих обзоров. А сейчас наслаждаемся музыкой, и пока я буду играть, поставьте лайк и подпишитесь. Всем пока!